Я приветствую вас, представители знака зодиака Телец. Второй прогноз. Март 2025 года. Ключи судьбы. Секреты марта. Что откроется, что прояснится в марте месяце, чему нужно уделить внимание, давайте рассмотрим. И будем добрее, милосерднее к самим себе. Помним, что жизнь не бывает полностью предсказуема. Давайте через карты Таро рассмотрим один из тысячи альтернативных вариантов развития событий с позиции позитивной психологии. И будем реалистами. Любой прогноз, расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь искренне, что мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы получите. Или сумеете рассмотреть вашу ситуацию с другого ракурса. Помним, 2025 год. Самое главное, наверное, задание для всех нас – адаптироваться, а после этого организовать свою жизнь как-то по-новому, в новом ключе. И наш расклад, если мы уже заявили, чему нужно уделить внимание, ключи судьбы. Вот давайте мы с вами достанем 3 карты. И как знаки судьбы, в чем или что на повестке месяца, будем говорить, наиболее важное, по мнению карт, на чем карты хотят акцентировать ваше внимание, или что вам нужно продумать, может быть, детализировать. Вот 3 карты достанем. И у нас будет сегодня, ну, так вот, как прогноз или расклад в прогнозе. Мы сейчас вы узнаете почему. Вторые 2 карты. Что откроется, что прояснится. Какая история может быть ваша, или то, над чем вы работаете, то, о чем вы думаете, может быть, больше всего. Вот насколько эта ситуация, если имеется таковая, насколько вот она прояснится. И дальше мы достаем 2 карты, вот то, о чем я говорила. И исполнится ли ваше желание? Осуществится ли у вас задуманное. И пока мы будем предыдущие карты раскрывать, вы можете по одному или один вариант выбрать, или загадать. Подумайте, прислушайтесь к интуиции, на каждую карту загадать то, что вас сейчас беспокоит. Как карты видят продолжение того или иного события, или того, что вы хотите для себя прояснить, разрешить или осуществить. Достанем карту неожиданности. И дальше у нас будет сфера денег, работы и ваших достижений. И третья будет карта любовь и личная жизнь. Что же для вас март расскажет? И каковы ключи судьбы? Туз жезлов. Но тут какое-то очень важное решение вам придется принимать. Да, тут что-то для вас прояснится. Туз жезлов может олицетворять получение у кого-то информации. Или информация может быть разная, или от конкретного человека, его решение, и каким-то образом, значит, оно влияет на вашу жизнь. Или это обстановка, которая вокруг, она вас подталкивает к какому-то решению, которое однозначное должно быть. Не может быть двойственности какой-то. Вот вам нужно будет словно фарватер своей жизни, может быть, выбирать. По тузу жезлов это вопросы работы, могут проходить вопросы заработков. И кто знает, именно через работу приходят какие-то изменения в вашу жизнь. Или вы поставили перед собой какую-то планку по работе, по вашим достижениям, по заработкам, работать из любой точки мира. Или, например, работать на дому, и вы будете что-то изучать. Или куда-то переехать. Или по отношениям что-то прояснить. Ну, наверное, у каждого по-своему. Но туз жезлов – это мы уже и видим выход. Мы знаем, куда мы направляемся. Какая-то ясность у вас наступает в марте месяце, по крайней мере, для вас самих ясность. Каковы же еще ключи судьбы? Тут такой ключ судьбы, что вы можете действительно или задуматься о переезде, причем куда, может быть, вы раньше не собирались, или так предполагали, но не конкретно. Куда-то очень далеко, у кого-то так проиграется. Или ваше намерение цели по аркану звезда – это когда мы достигаем популярности. Или достигаем, ну, какой-то даже такой большей уверенности в себе, и когда перед нами открываются, безусловно, перспективы. Ведь в колоде Таро существует 2 карты выбора правильного направления. Это карта Солнца, и она часто показывает 6-8 месяцев. По аркану звезда – это то, чему мы будем длительное время уделять внимание, лет 10-20, как по Плутону. И поэтому вот что-то основополагающее для вас проясняется в марте. И есть какая-то возможность. Или вы с чем-то, мои дорогие,
определяетесь. И аркан-звезда говорит, нет ничего невозможного. Верьте в себя, верьте в свою мечту. Какой-то план у вас. Может быть, вы и будете его корректировать в каких-то мелких деталях, но нельзя оставить без внимания то, что вы хотите достичь, потому что это как никогда ближе к реальности находится в марте. Давайте посмотрим, каков еще ключ судьбы. Ну вот, наверное, самое главное, с одной стороны, по четверке мечей, это когда мы приводим мысли в порядок. Но самое главное, не обособляться, не ставить что-то на паузу, не говорить себе «нет, этого не может быть, потому что не может быть никогда». Может быть, какая-то прежняя история любви, например, или личных отношений. Вот здесь нам показано словно сердечко на шнуре, да, и лампочки загораются по этой карте. И иногда проходит такой момент, когда мы надеялись на какого-то человека. И тут для нас как наступает прозрение, мы понимаем, что ну нет, это не тот вариант, мне не нужно на это надеяться. Может быть, вы у кого-то конкретно так проиграется, вы думали о том, что отношения ваши продолжатся, а тут вы узнаете какую-то правду и понимаете, что ну нет, как дружба, к примеру, останутся, или останутся отношения как двух знакомых, но на этого человека я не могу положиться. Или какие-то наши прошлые планы мне придется корректировать, оттолкнуться от самой себя или от самого себя, от своих намерений, от того, что именно вы хотите осуществить. И тогда, поверьте, если мы о своей мечте даже думаем, ну, каждый день думаем, и пусть сначала мы не видим выхода, нам это кажется чем-то, ну, таким неопределенным, или где-то мы сомневаемся, не верим, опять же, что это может быть осуществлено. Но если мы верим в себя и в свою мечту, нам словно пространство, Вселенная или сводит с нужными людьми. Или мы случайно можем найти нужную информацию. Или какие-то еще не случайные случайности происходят, когда постепенно, шаг за шагом, мы проясняем вот то намерение и цель, как мы будем действовать. Вот что-то подобное у вас будет проигрываться в марте. И это для вас нельзя оставить на потом. Потому что именно в марте вы, скорее всего, как какую-то перерокировку, перестройку в своей жизни можете осуществить. Может быть, и нужно будет привести мысли в порядок. Какие-то вопросы нельзя решать наспех, безусловно. Карта тоже от этого останавливает, поэтому нам и говорит, продуманность действий должна быть. Но ни в коем случае не впадайте в какую-то глубокую философию и не одевайте розовых очков. Вот в этом как знаки ключи судьбы. Давайте посмотрим, что откроется, что прояснится. Ваши планы вы детализируете и будете видеть, какие из них жизнеспособны, а какие нет. Вопросы по части переезда у кого-то, связанные с домом, с вашим имуществом. Вопросы с деньгами. Вот где-то все то, что королева Пентаклей, это вы сами, мои дорогие тельцы, и ваши планы на будущее. И помните, королева Пентаклей из любого хаоса умеет отстроить порядок. Или, если даже необходимо, свое благополучие практически с нуля. Для вас откроется какая-то перспектива. Да, придется еще, возможно, много работать. Или где-то себя и адаптировать, и перестраивать. Но для тельца нет ничего невозможного. Вот как-то так. Откроется, будет какая-то ясность. По личной жизни, или по переезду, или по деньгам, по работе, по вашему дому. То, что вас сейчас беспокоит. Вот здесь вы будете видеть четкие ориентиры. И какая-то подвешенная ситуация, которая у вас была, скорее всего, вы тут тоже будете видеть, стоит это продолжать или нет. Вы захотите увидеть с другого ракурса. Может быть, и произойдет какое-то событие или новость, когда именно это вас заставляет что-то пересмотреть, адаптировать к себе или самого себя к чему-то адаптировать, рассмотреть с иного ракурса. Но для вас будет очень важно не оставить что-то на потом. Пусть это где-то на грани ваших мыслей или на грани ваших, как мысли, а потом нужно принять важное решение. Ведь аркан повешенный нам всегда о чем говорит? Прими вот какую-то данность, которая у тебя сложилась на данный период времени. И тебе это нужно рассмотреть с другого ракурса или с другого какого-то варианта.
допустить, что, ну, то, что ты, может быть, планировал прежде, придется действительно корректировать планы и рассматривать альтернативные варианты. И тогда вот выход из этого или лабиринта, или из какого-то тупика ты обязательно найдешь. Рядом королева Пентаклей. Я повторяю, мои дорогие, тут для вас, может быть, очень какие-то важные вещи в жизни проясняются. Как и на кого я могу рассчитывать, или кто идет со мной, может быть, и так. Или пусть это по части вашего личного дела, вашего бизнеса или работы. Здесь тоже какое-то есть переосмысление. Мы становимся реалистами по аркану повешенный. И мы больше не хотим оказаться в двойственной ситуации. Мы не хотим, чтобы нас кто-то обманывал. Мы здесь больше бережем себя. Тут действительно что-то приходит в вашу жизнь в марте, когда вы на что-то решаетесь. Теперь два варианта. Я надеюсь, вы загадали. Или на каждую карту по варианту, или какую-то одну. Но давайте будем смотреть, осуществится ли задуманное, исполнится ли ваше желание. Да или нет. Король мечей. У кого-то это может быть связано с оформлением документов или вашей решимостью. Король мечей — это может быть и своеобразная адаптация, когда мы ходим по инстанциям, действительно какие-то важные бумаги оформляем, может быть, и в банке идем, закрываем некоторые вопросы, ну, может быть, или наоборот, вы оформляете какой-то кредит. Вот такие рациональные энергии вас призывают детализировать, настроиться на то, что вам придется договариваться со сложными людьми. Может быть, провести какой-то сложный разговор. Возможно, это и конкретный человек, который, ну, где-то в таких, может быть, более жестких энергиях. В каком плане? У него тоже свои планы, свои цели. И вот вопрос, совпадают они или нет. С одной стороны, это может быть, ну, как подсказка, прежде чем ты осуществишь какое-то свое намерение, желание, тебе придется пройти какой-то путь согласований, например, да, или сделать что-то по закону узнать, в принципе, как ты можешь действовать. Здесь с законом, безусловно, должны быть какие-то, ну, как взаимодействия, или мы не идем против системы. Об этом нам тоже говорит карта. Или мы подводим итоги, кстати, по этой карте тоже такое может быть. Для кого-то из вас уделить внимание собственному здоровью. И карты нам не говорят, что мы болеем, но по четверке мечей может быть какое-то недомогание. И тогда, мои дорогие тельцы, тут не нужно ждать, когда само пройдет, или строить какие-то доводы. Помните, что только доктор может объективно оценить ваше состояние здоровья. Поэтому, может быть, пройти обследование. Или то, что говорит доктор, нужно обязательно сделать. Но не отложить это, опять же, на потом. Или, может быть, обратиться в какую-то инстанцию. Если вы не сильны, допустим, в законах, а вы хотите, ну, переоформить что-то или какие-то согласования важные провести, ну, тогда надо узнать все же, как с позиции закона согласуется этот вопрос. Давайте мы достанем дополнительную карту, с чем это может быть связано, что от вас потребуется, может быть. Ну, какая-то история не может быть продолжена, может быть и так. Или быть реалистом, понимать, что в том вашем, может быть, представлении, как вы думали, может быть, это и личная история, она тоже не может быть продолжена. Вам придется где-то себя перестраивать, и карта нам говорит о чем? Эта карта не новая история, кстати. Это история из прошлого. У кого-то это может быть как тянется уже какое-то количество времени, может быть и годы, а выбор нужно сделать сейчас. Может быть и есть элемент недоверия. Тогда, мои дорогие тельцы, карта нам говорит вот израненное сердце. И сердце нам, оно уже не болит, оно уже заштопанное. Поэтому какая-то прежняя проблема может встать на повестку этого месяца, и вам нужно будет принимать однозначное решение. Не обязательно даже в личной жизни. У кого-то, правда, с документами может быть связано, с родственниками. Но вообще самые разные направления могут быть с учетом короля мечей. Но вы не должны навредить себе. Переведите какие-то эмоции в здоровое равнодушие. Вот об этом нам говорит карта. Сердце заштопанное, но какой-то предыдущий опыт был для вас важен, потому что вы должны быть реалистами. Вы не можете замечтаться. У вас на кону, ну, практически ваше качество жизни. Ну, хочется достать еще одну карту. Правда? Королева жезлов. Королева жезлов — это как раз та, которую жизнь по преданию ставила словно на колени. Она прошла очень сложный
Путь проб и ошибок, и теперь она точно себе настроена не навредить. И, кстати, черный кот, который всегда расположен или чаще всего в основных колодах Таро, это о чем говорит? Мы умеем хранить тайну, как и свою, так и чужую. Работа с информацией– основной, ну, как сила королевы жезлов, и она очень удачлива в работе и в деньгах. Поэтому храните тайну, как и свою, так и чужую. Вам люди могут нести какую-то информацию, ваша задача ее как обработать, обдумать что-то. Информацией вы будете располагать, это точно. Но, видимо, вот так вот вдумчиво, чтобы с одной себе стороны не навредить, а с другой стороны что-то решить по закону. Все решено должно быть по закону у вас. Наверное, тогда и закон вас охраняет, и тогда выход из создавшегося положения вы, скорее всего, находите. Второй вариант– да или нет. Первый вариант неоднозначный. А здесь нам говорят, твое желание может исполниться. Но для этого тебе нужно обучиться чему-то. Или рассмотреть новый вариант какой-то. Давайте посмотрим. Если вы подходите с прежними методами, то вряд ли это осуществимо. Карта трансформации. Восьмерка жезлов, она говорит, и тысячи дорог сойдутся в одной точке. Есть что-то одно, чем вы будете заниматься. Может быть, мои дорогие тельцы, вы смотрите расклад, и каким-то образом несколько сфер жизни умещаются словно вот в одну точку или в одно решение. Или решается какой-то вопрос насущный в одной сфере жизни, а остальные сферы подтягиваются. И, словно подтягиваются, будем говорить так. И по восьмерке жезлов вот этот пункт, как пункт одновременно может быть и точкой невозврата, так и пунктом начала новых свершений. Важное событие какое-то придет в вашу жизнь, когда есть возможность. И будьте внимательны. Для того, чтобы ухватить эту возможность, вам нужно действовать быстро. Быстро это не значит опрометчиво или на импульсе. Видимо, где-то быстро и думать приходится, принимать какие-то решения, что-то взвешивать, анализировать. Но вы не можете от чего-то отказаться, потому что когда выпадает восьмерка жезлов, это может быть, во-первых, вообще ворох какой-то информации. Тогда задача ваша выделить из этого вороха, вот с учетом королевы жезлов, именно одно рациональное зерно и от этого оттолкнуться. И это какое-то будет для вас начало нового пути или новой возможности. И если вы отложите это на потом не будет этой возможности. Куй железо пока горячо. Выбор, правда, вы будете делать какой-то очень важный выбор в марте месяце. Давайте мы узнаем неожиданности. Ну, все с нуля. Ну, не буквально с нуля, хотя у кого-то, может быть, и так проигрывается. Может быть, это связано с переездом, и вы оказываетесь среди нового менталитета людей, да, с другим менталитетом, среди нового социума, на новой работе. Или, может быть, по личной жизни, как обновление тоже, какие-то прежние уже моменты, они устарели, и вы перестраиваете, может быть, личную жизнь даже в плане того, что вы в паре или вы человек семейный. Здесь ведь могут приходить новости от ваших детей, от вашего партнера, от ваших родственников. Есть, значит, какие-то люди, даже если вы не планируете ничего грандиозного, ну, приходят новости от тех, кого вы знаете, и каким-то образом вам с этим придется провзаимодействовать. И в неожиданностях, ну, вот есть какое-то обнуление. Новый жизненный этап. Вот в первую очередь, о чем это говорит карта. Но исключи всяческую возможность риска. И поэтому действительно, может быть, изучать закон или как правильно осуществить ваше дело, намерение. Возможности ведь есть, посмотрите, осуществить задуманное, но с какого-то другого ракурса и надо посмотреть. Может быть, и стоит чем-то воспользоваться. Но это должен быть не риск, а очень рациональный просчет. И тогда ваша жизнь, ну, как вы новую главу своей жизни будете писать. Давайте посмотрим. Сфера денег, работы и достижений. Карта будущего. Ну, может быть, отправная точка отсчета для вас, вот как восьмерка жезлов или как туз жезлов. Мы принимаем уже решение. Будет связано именно с работой. Или по работе сложилась какая-то обстановка, она требует от вас как и новых энергий, так и принятия вот и выбора, и решений. Одно решение может быть. Мы не пойдем сразу в двух направлениях. Тройка жезлов– карта будущего. Через работу или, может быть, через вашу занятость, может быть, занятость на дому. Это будет как
Ну, какой-то основополагающий момент, от которого вы можете оттолкнуться и совершить вот этот квантовый скачок в будущее. Рост вашей популярности, новые возможности по заработкам. Может быть, по этой карте, когда вы будете работать из любой точки мира. Или, может быть, сфера ваших достижений. Она где-то будет включать в себя переезд, у кого-то релокация офиса, ведь такое тоже может быть. Но у каждого по-своему. Самое главное, наверное, мои дорогие тельцы, у вас несколько карт, которые именно больше на будущее, когда мы какую-то подвешенную ситуацию или отношения завершаем, что-то проясняем, на что-то решаемся, мои дорогие. И тогда, словно судьба перед вами открывает новую палитру, как и ваших увлечений, как и, ну, может быть, как мир перед вами открывает. Такое тоже могу допустить. У вас много старших арканов. Мир может проигрываться по аркану звезда. Буквально, когда вы хотите, например, путешествовать или задумали переезд куда-то далеко. Но то, что вы будете где-то корректировать это, вот это я могу допустить. Или адаптировать себя на новом месте – это тоже вам придется. Но, вы знаете, очень много добрых, позитивных энергий, которые говорят тебе, телец, только вперед. Самое главное, не обособляйся, не станови искусственно что-то на какую-то бесконечную паузу и не говори себе, нет, я еще подожду, я вот не хочу ничего менять. Помним, что жизнь наша все же действительно не бывает полностью предсказуема. И мы с вами живем в эпоху перемен. И если мы не решаемся выйти словно судьбе навстречу, или, ну, нам хочется, может быть, и жить в каких-то прежних наших мыслях, или в том, что нам тепло, дорого, любимо, все равно изменения какие-то будут. И поэтому основная задача для вас, мои дорогие тельцы, держать руку на пульсе. Перемены будут, они ворвутся в жизнь каждого из нас. Или это может прийти с новостью, или какие-то обстоятельства. Но как мы с этим сумеем взаимодействовать, как мы себя сумеем адаптировать, от этого будет зависеть и ваши планы, и ваше качество жизни. Любовь и личная жизнь. Ну вот обратите внимание, карта искаженного восприятия. Вот не должно быть никакого искаженного восприятия. Словно девушка сидит в кресле и или не в кресле, тут не совсем понятно, но она смотрит в зеркало. И в зеркале она видит совершенно не ту картину, которая существует в реальности. Ей кажется, что не получится осуществить. Ей кажется, меня словно опутали по рукам и ногам. А самое главное, нам о чем говорит эта карта? Открой глаза. Сними эту повязку с глаз. Увидь вот то, что происходит в твоей жизни. Что тебе, как вариант, может быть, приходит в марте, что тебе предлагают, или какие возможности у тебя в марте есть. Оттолкнись от этого. Давайте я достану еще одну карту, с чем это связано. Но реалистом быть придется. Четверка пентаклей. Где-то и себя, может быть, сохранять. Но кто-то, между прочим, может действительно не решиться на то, что как альтернативный вариант выпадает, потому что вам нужно действовать так, как вы раньше не действовали. И поэтому тут не должно быть как иллюзорности, так и риск должен быть исключен. Может быть, четверка пентаклей и говорит, где-то преследует цель, что в личной жизни где-то у тебя буквально, может быть, должна быть твоя сумма, какая-то заначка. Она тебе будет больше давать уверенности. Может быть и так. Или тебе нужно что-то даже, пусть на личную жизнь. Но твое намерение, цель переложить на какую-то финансовую основу. Может быть и так. И что? И тогда праздник после победы у тебя будет. Тут какая-то возможность. И посмотрите, восприятие ваше таково, что, ну, даже не хочется об этом думать, не хочется это знать, видеть. Как-то мы планировали совершенно по-другому. А четверка жезлов нас заставляет все же идти буквально в будущее. Ведь это карта уверенности, это карта якоря, это, ну, где-то и новое качество жизни, и новые возможности. И о чем нам хотят сказать карты? То, что было прежде, как за гранью, или тебя пугало. Благодаря каким-то правильным действиям, решениям, ты можешь получить этот праздник после победы. От чего-то не отказаться, либо с чем-то определиться вам придется в марте. И тогда вот этот праздник после победы будет.
Вам тогда, наверное, как пространство, Вселенная будет, ну, давать какие-то знаки о том, что ты, Телец, сделал правильный выбор. Перекладывайте на себя, мои дорогие Тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.